Ребят, доброе утро! Сегодня мы с вами побываем в одном невероятном месте, и это в Трансильвании. Мы приехали в Прайд, в соляную шахту. Здесь гномики охраняют вход. В шахту можно попасть только на специальном автобусе. Покупаете билет, садитесь, и вас везут по темному туннелю на глубину 120 метров. А вот и конечная остановка. Здесь мы выходим из автобуса и сейчас будем спускаться по длинной лестнице еще глубже. Соляная шахта в Прайде находится на глубине 120 метров, и это одна из самых крупных подобных шахт во всей Европе. Здесь просто так развита инфраструктура. Очень много детских площадок, кафешек, ресторанов, всякие лазилки. Для детей очень много развлечений. Я чувствую, что мы здесь надолго. Место удивительное. Многие спускаются сюда на целый день. Здесь огромные залы, кафе, аттракционы, сувенирные лавки, качели, столики для отдыха. Автобус ходит туда-сюда каждые полчаса. Под землей ловит и Orange, и Vodafone, и есть бесплатный Wi-Fi. Ты уже хочешь куда? На лазалке? Да. Последний раз, когда была на таких лазалках, я была в Одессе, и у меня был рост 135, и мне не разрешили на них пойти. А сейчас у меня 150 чем-то, поэтому я хочу выйти. Я даю деньги ей и ей. Она идет на вот эти лазалки. А Алиса, ты выберешь один себе аттракцион, только один. Понятно? Куда пойдешь ты? Потому что здесь высоко, и тебя не пустят. На батут. Хочет на батут. Он огромный, высокий. Алиса где-то там. Я ее не вижу уже. Все, потеряли ребенка. Вон она. А где Алиса? Я не знаю, где Алиса. Надо ее найти. Очень шумно, такой гул стоит. Нужно к этому привыкнуть пару минут. Где ее найти? Иди ищи. Она была наверху только что. Где она? У тебя попа тяжелая. Тая будет скалолазом, а Алиса начала ныть, потому что ее туда наверх не пустят. Ну ты же уже на батуте была только что. А это для больших, сюда малышей не пускают. Здесь есть 3 уровня сложности. Тайн рост позволяет ей пройти 2 из них. На самый сложный и высокий ее, конечно же, не пустят, он только для взрослых. Я смотрю вот снизу, конечно, очень интересно. Мне кажется, не только для детей возраста Таи, а и для более старших. Да и для меня. Я бы сама сейчас залезла и пошла, если бы не Алиса. Но это для больших деток, туда малышей не пускают из-за роста. Ты подрастешь и тоже туда пойдешь. Очень продуманно сделали эти детские зоны прямо при входе. Мы отсюда уже целый час сдвинуться не можем дальше. Все идут друг за другом, карабины перестегивают. И если кто-то один впереди затормозил, то дальше встанет вся цепочка из людей.
маленький надутый человечек сидит на горке. Обиженный, что его не пустили на эту большую лазилку. Вот мне кажется, что это самое сложное место на отвесной скале. Опа! Бубух! Мальчик создал затор. За ним стоит уже вон 10 человек, потому что его обойти никто не может. Это просто вот. Больше часа мы простояли под этими лазилками, еле вытащили ее отсюда. А мы, кстати, так и не дошли. Да, она хотела еще по одному маршруту идти, но мы уже замерзли. Знаете, как стоять холодно. Обязательно берите сюда какие-то теплые вещи, ветровки, потому что очень зябко. И сейчас идем дальше. Здесь бесконечные, по-моему, эти коридоры. Огромная очень площадь. Проходим еще один участок с аттракционами, а здесь дальше уже начинаются столики. Можно взять с собой какую-то еду и просто посидеть, покушать. Здесь песочница, и вот детки играют. Мне кажется, это соль, а не песок. Да, я уже присмотрелась. Это соль. Это соль. В высокий сезон за день здесь успевает побывать до 3000 туристов. Воздух здесь лечебный, и дышать им очень полезно. Многие люди приезжают сюда с детками, с астматиками, или если у кого-то есть проблемы и легочные заболевания, и приезжают сюда на целый день, берут книжечку, берут бадминтон, играют, сидят, дышат, просто отдыхают. Сейчас мы с вами вошли на территорию подземной церкви. Раз в год здесь проходит очень большой концерт органной музыки. Настольный теннис есть. Но сидеть, раскрашивать мы уже не будем эти фигурки, потому что холодно очень. Ноет целый день. Ну невозможно так. Я не могу купить все, Алис, не могу. Лучше пойдем в гонщик какой-то возьмем. Лучше пойдем где-то в кафешку, кофе попьем и что-то там посмотрим. Здесь воздух очень насыщен солью, это чувствуется. И влажность низкая, и у многих может болеть голова. Вот я уже ощущаю. Надо воды побольше пить. Тут, кстати, есть еще небольшой музей бесплатный. Может, сейчас пройдемся по нему, видишь? А еще здесь в шахте хранятся около 300 видов вин из разных европейских стран, и их можно продегустировать. Ты что, кролик? И ходит и жует, жует, уже все сживала, отбивные съела. Что ты там еще съела? Нам ничего не оставила, да? Оставили. Тебе морковку одну оставили. Я понял. Оставляю вам естественный звук. Масштабы, конечно, вот этого сооружения, они потрясают. Чтобы вы понимали, мы находимся здесь уже более 5 часов. 5 часов, представляете? Вот, кстати, массажные кресла есть, можно посидеть, расслабиться и отдохнуть. А здесь собраны достопримечательности Трансильвании и карта. Озера. Где мы тут еще не были, Тая? В каком месте? А? Что это? Я не знаю, что ты понял. Это какое-то озеро, я тоже не знаю. Если лизнуть стенку, она 100% соленая. Это мама мне заставляет проверять. Проверяй. Ну что, соль? Очень соленая, очень.
Мы идем на выход уже потихонечку. И сейчас должен приехать автобус. Мы сядем с Алисой в автобус и поедем наверх, на землю. Мы хотим в Литве заехать со свечками белыми. Прайд – наиболее древняя шахта Европы. Ее история уходит корнями еще во времена существования Римской империи. Это уникальная подземная лечебница и прекрасное место профилактики и лечения заболеваний дыхательной системы. Кстати, термальный курорт Савата, где мы остановились у озер, находится всего в 7 километрах отсюда. Вот что. Опа! Кто тут? Да я нашла этот проход. Тут вообще никого нету, кроме нас. Что там видно за стеклом? Осторожно. Смотри, вот такие. Ух ты! И капает. Боже. Сверху. Каменоломни, да, такие? Смотри. А как почему? А сверху там просвет. И видно солнышко. Там где-то есть выход наружу. Мне кажется, они должны были быть ниже. Запотело немножко стекло. Вот такое вот наверху. Вот просвет. Капает все. Эхо, да? Стоит, мне делает эхо, показывает. А здесь все бросают монетки, чтобы еще раз сюда вернуться. А вот здесь денежки покрупнее. Все сидят и ждут автобус обратный, чтобы подняться на поверхность. Основанная в 1906 год, по-моему, это основание, да? Все, мы вышли из подземелья. Глаза вообще ничего не видят с непривычки на солнце. Здесь очень много сувенирных магазинчиков. Сейчас потихонечку уже идем к машине. Посмотрим, чем мы еще займемся. Блин, аж слезы текут, не могу. И здесь вот продается много соли, которую добывают в этих шахтах. У нас дома есть такой светильник. А откуда он? Соляной. Да давно еще где-то покупала я. Да, я даже не помню, где мы были. Здесь много очень из соли, всяких штук. Кафешки тоже везде. Вот оттуда, вот мы выехали на автобусе только что. Я не хочу, я хочу снова в холод. В холоде устала? Не, я хочу снова в холод, мне жарко. Не, здесь прям вообще духота сейчас такая сильная. Конечно же, главная достопримечательность Прайда – это шахта, вот эта соляная. Вот. Но также здесь есть очень много фонтанчиков, красивых магазинчиков, сувенирные лавки. Интересно погулять. Здесь везде платные паркинги вокруг шахты. И мы оставили машину вот здесь вот на стоянке возле пиццерии. Здесь парковка только для клиентов пиццерии. И можно вот здесь вот сесть покушать пиццу. Но мы сейчас едем в другое место. Лелеки. Мы остановились, чтобы посмотреть на аиста вблизи. Один, да, взлетел и полетел. Трансильвания реально поразила меня количеством аистов. Здесь эти гнезда просто в селах по 15 штук на каждом столбе, их очень много.